Troopers closing in. Всем привет, с вами вновь Антон Самогвинов.ком. Сегодня совсем небольшое видео. У меня было всего несколько часов, чтобы ознакомиться с бетой горячо ожидаемого Star Wars Battlefront до моего отлета в Сочи. Ну и в целом я уже играл в игру на E3, про нее рассказывал, составил первое впечатление, осталось его только подтвердить. В общем, коротко о том, что вы сможете испытать на этих выходных. Бета доступна на всех платформах свободно. Уже можно скачивать и наслаждаться. В ней 3 карты в 3 разных режимах. Это Drop Zone, Winter Assault и Survival. Not my best landing. Hey, let's go! Первая карта на 16 человек, маленькая, простая, напоминает по геймплею, не знаю, режимы из Crysis, где сверху падает капсула и нужно до нее добежать и начать захватывать, после чего удерживать позицию от наступающего врага. Эта карта и режим только на затравку. Понять, что такое Battlefront, по ней нельзя. Можно просто побегать, пострелять. Но уже там, по первым впечатлениям, становится понятно, что я еще летом говорил, что это нифига не Battlefield. Совершенно другая игра, совершенно иначе играется. Гораздо более аркадная, такая фановая, казуальная. Оружие перезаряжать не надо. Вы стреляете, оружие в какой-то момент может там перегреться, после чего, как в Gears of War, появляется небольшой ползунок того, как она там остывает, и, нажав вовремя кнопку, можно ускорить это охлаждение. Стреляют все метко и издалека, никакой баллистики особой нету. Ну, разброс, конечно, имеется, но в целом все максимально упрощено. Имеет значение, кто откуда зайдет, поэтому карты предполагают постоянные какие-то неравенства высот, сложную какую-то геометрию, там скалы, за которыми можно прятаться. Но в целом, вот в Drop Zone игра практически не раскрывается. Не знаю, кто будет играть в этот режим, может найдутся поклонники, но лично мне он показался совершенно неинтересным. Совсем другое дело это Wonker Assault. Самая настоящая реконструкция битвы за ход из 5-го эпизода на 40 человек. Настоящее месиво, которое является, вот таким просто собирательным образом всех эмоций, которые мы испытывали в детстве, там, при просмотре 5-го эпизода. Играя в этот режим, я в очередной раз убедился, что Battlefront это то, что надо, это выстрелит, это дико фановая игра, простая, ни разу не Battlefield не для этой аудитории, гораздо более казуальную, гораздо более широкую, но при этом дико-дико фановая. The rebels have activated the uplink station. We must shut it down. Итак, Империя нападает на базу повстанцев, шагают огромные штурмовики, в воздухе летают тайфайтеры. Задача повстанцев — сдерживать натиск имперцев и удерживать специальные релей-станции, станции связи, которые позволяют вызывать бомбардировку Y-вингами, которые заходят на АТ-Т Волкеры, эти здоровенные, бомбят их EMP оружием, после чего у них падают щиты, и тогда все вокруг должны на них накидываться, садиться на турели, стрелять вообще всем, чем ей можно по этим здоровенным громадным машинам, чтобы их завалить. Ну и, конечно, можно атаковать их с воздуха. Естественно, Империя превосходит всячески по огневой мощи повстанцев, и, конечно, остановить их очень-очень сложно. Taken out.
Вся геймплейная механика максимально упрощена вот в сторону фана. Это реально очень простая игра, но в ней на единицу времени творится какое-то безумное количество экшена, взрывов. Как я уже сказал, у игроков там бесконечные гранаты, которые просто перезаряжаются, как в той же Destiny, только намного быстрее. Ну, в общем, творится постоянный просто ад и беспредел, при этом вот, не лишенный смысла. По-прежнему можно хитрить, заходить с разных сторон, действовать тактически, это никто не отнял. Прокачка тоже очень простая. Вы открываете так называемые карты с различным снаряжением, ставите их в дополнительные ячейки, которые есть у вас там на поясе. Этого всего очень-очень мало. Нужно подбирать снаряжение под свой стиль игры. Выбираете, ставишь ты ранец там или снайперскую винтовку. Но в целом вообще основные все плюшки и гаджеты и авиацию нужно, как ни странно, подбирать на поле боя. То есть выглядит это так: вы бежите, видите какой-то там крутящийся токен, подходите к нему, берете, а оказывается, что это там щит, например, который вы можете в какой-то момент развернуть. Или там термальная бомба, которая просто выносит все живое, кстати, фантастически выглядит. Кидаешь и наслаждаешься, как целый ангар там взлетает на воздух. То же самое касается там ракетниц, стационарных пулеметов, которые автоматически отстреливают вражину. То есть заранее подготовить, выбрать класс как-то в игре практически нельзя. Все вы подбираете на поле боя, также с авиацией. Если увидели значок TIE Fighter, подбегаете, боец устанавливает связь с TIE Fighter, и ты уже начинаешь летать над полем боя. И я уже это говорил в репортаже с E3. Эмоции, которые происходят в этот момент, словами просто не передать, потому что ты летаешь на этом TIE Fighter, выполняешь всякие маневры, поливаешь просто шквальным огнем по земле и чувствуешь себя в это время просто на седьмом небе от счастья. Если ты, конечно же, фанат Звездных войн, потому что, не знаю, мне кажется, эта игра на 100% вообще зависит от того, фанат вы Звездных войн или нет. Она максимально играет на ностальгии. Видно, что DICE, как все старые гики, истинные фанаты Звездных войн, и они просто с максимальной вообще скрупулезностью подошли к этому вопросу. Ты забегаешь в этой игре в ангар, да, вот на охоте, и ты понимаешь, ты переместился в 5-й эпизод Звездных войн. То есть вот сейчас здесь зашагает Дарт Вейдер. И, кстати, он может зашагать, потому что герои Люк Скайуокер и Дарт Вейдер, они есть. Это такая своеобразная киллстрик культа. Дается на определенное время, за которое они могут натворить дел своими лазерными мечами. Опять же, словами очень сложно передать чувство, когда рядом с тобой появляется Дарт Вейдер, либо в качестве противника, либо на твоей стороне, потому что когда в качестве противника ты, конечно, такой: господи, это же я сейчас убью самого Дарта Вейдера, и можешь же это сделать. А когда он появляется на твоей стороне, ты такой сразу: да, сейчас я пойду за боссом, мы ворвемся на базу этих гадких повстанцев и всех перебьем. Ну а когда Люк Скайуокер на твоих глазах выжигает термальной бомбой, не знаю, это вот, это магия. Это невозможно понять человеку, который не фанат Звездных войн. В этой игре все сделано вот максимум по фану, максимум для поклонников великой саги. Здесь все находится вот в контакте с твоими сокровенными детскими мечтами, когда ты переносишься в кабину АТ-АТ, этого гигантского, да, шагающего танка. И ты понимаешь вообще, зачем такое нелепое оружие нужно было Империи, потому что ты сидишь в этой херне, напрямую ей не управляешь, только башней, но видишь все поле боя, и как все эти мелкие повстанцы, букашки суетятся на поле битвы, начинаешь их просто из огроменных стволов поливать огнем, они разлетаются во все стороны, а ты просто визжишь от щенячьего восторга, потому что это реально круто. И вообще, вот видно, знаете, это игра, как будто вот сидели DICE, да, много лет делали серьезные, почти серьезные милитари-шутеры, там что-то
продумывали сложные там экосистему, какой класс что тащит, что бьет. И вот тут просто полное ощущение, что они сошли с ума и такие на полную катушку выкрутили спецэффекты, фан и вообще возможность разнести все вокруг к чертям. Ну и мне кажется, что главное достижение, что при всем при этом происходящее на поле боя не лишено смысла, драйва, геймплея, то есть ты постоянно знаешь, что тебе делать, куда бежать, в каких боях участвовать, как повлиять на исход битвы, все это на месте. Это на самом деле очень хорошая геймдизайнерская работа, меня лично очень впечатляет. Ну и третья карта, режим, который есть в бете, это Survival, рассчитанная на одиночное прохождение или в коопе. Это обычное такое противостояние волнам АИ врагов, абсолютно таких тупых врагов, но при этом совершенно чумовое, зрелищное, не лишенное геймплея. Я, к сожалению, успел поиграть только в одиночку на нормальном уровне сложности, но это уже как минимум, думаю, весело, потому что волны очень сильно отличаются, враги попадаются разные, сначала на вас просто имперцы бегут, потом с лужеными бластерами, потом снайперы, потом на летающих ранцах, потом выходит АТСТ, и он, когда ты один, довольно серьезный противник. А единственное твое вооружение — это там гранатомет, который 3 гранатами стреляет, джамп-джет, который очень медленно перезаряжается, и падающие с неба вот капсулы с дополнительным снаряжением, где ты можешь устанавливать турели. Но в целом я думал, что этот режим, ну, так себе будет, не сильно интересным, но даже одному мне в него очень понравилось играть. Думаю, в коопе будет еще больше врагов, на повышенной сложности они еще злее и умнее будет. Ну, мне кажется, этот режим вполне себе дееспособен и имеет право на жизнь. We've driven back the Empire. I wish I could see the Emperor's face right now. В общем, на этом все. Спасибо, что смотрели. Это прям вот такие свежие эмоции. Очень рекомендую вам попробовать Battlefront, если вы, конечно, фанат Звездных войн. Потому что если не фанат, ну, мне кажется, половину, как минимум, ощущений от него вы потеряете. Потому что, ну, здесь все завязано на тесной связи с Звездными войнами, на детских воспоминаниях. Да, эта игра гораздо более казуальная, фановая, но кто сказал, что по Звездным войнам должна быть другая игра? В принципе, первые Battlefront, они, ну, такие же были, только намного хуже. В них вот я не мог играть, в них это все не работало, даже несмотря на то, что там были космические битвы. Они настолько отвратно были сделаны и не весело, что вот, ну, лично я в них не играл. Хотя у них есть фанаты, я их лично не понимаю, почему в этой игре есть фанаты. Мне кажется, DICE проделали просто охренительную работу. Я им аплодирую. Вот просто даже за те эмоции, которые я получил от этой вот зимней карты с битвы за охот, уже эта игра достойна покупки, и я обязательно ее куплю. Чего и вам советую, если вы фанат Звездных войн. Даже не знаю, насколько ее хватит. Может быть, это будет такой пшик, на месяц побегать и все, но каждый раз, когда я вот участвую в этой битве за охот, меня переполняют эмоции. Это дико весело, игра с минимум раздражителей. Ни про какую там командную игру на сложных, серьезных щах, мне кажется, здесь не идет. Это игра чисто побегать с друзьями и поорать. Но кто сказал, что это плохо? Мне кажется, вот по Звездным войнам именно такая игра должна быть. Выжимка всех наших детских воспоминаний. И DICE здесь, мне кажется, в них на 10 из 10 попали. Игра еще безумно красивая. В общем, пробуйте, бета стартовала, и увидимся в следующих сюжетах. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Заходите в блог, в паблик ВКонтакте. Увидимся скоро. Счастливо!